Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня хочу предложить вам рецепт очень вкусных мант, розочек. Они получаются очень нежные, вкусные и красивые. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Приготовим тесто. 600 грамм муки высшего сорта пропускаем через сито. Одну чайную ложку соли, одно яйцо, мне попалось яйцо с 2 желтками, и желток и белок вместе. Смешиваем. 2 столовые ложки растительного масла. Тоже все смешиваем. Сейчас будем добавлять горячую воду, поэтому я это делаю деревянной лопаткой, либо ложкой можно. И сейчас сюда добавляем 300 мл горячей воды. Не кипятка, а где-то 80 градусов. Замешиваем тугое тесто. Освобождаем лопатку и замешиваем тесто. Если у вас тесто получается жидковатым, то муку обязательно нужно будет добавить. Выкладываем на стол и будем вымешивать тесто. Тесто вымешивала минут 5. Посмотрите, какое тесто у нас красивое, прекрасно держит форму. Накрываем его и дадим ему минут 30 отдохнуть. Подготовим тыкву. Сейчас мы готовим с вами начинку. Семена, все это ненужное убираем. Нам понадобится 300 грамм. Освобождаем от кожуры. Если у вас нет тыквы, вы можете вместо тыквы положить морковь. Тоже будет очень вкусно. На манты у нас пойдет где-то 500 грамм тыквы. На крупной терке натираем тыкву. Тыква готова. Сейчас будем добавлять ее к фаршу. 700 грамм фарша говяжьего у меня. Сюда же добавляем тыкву. 600 грамм лука я буду измельчать в измельчителе. Поэтому нарезаю на свободные кусочки. Отправляем в измельчитель. Отправляем лук. Я могу сама координировать, регулировать, какой величины кубики мне нужны. Вот так, к серединке. То есть у меня еще крупно. Вот посмотрите, как великолепно все измельчило. Все отправляем в общую массу. Итак, у нас лука 600 грамм, 500 грамм тыквы и 700 грамм фарша. В целом масса получается 800 кг. На каждые 100 грамм по 1 грамму. Поэтому добавляем 18 грамм соли. Тогда вы не ошибетесь. Добавляю немного острого перца. 1 столовую ложку без верха черного молотого перца. 1 хорошую столовую ложку красного молотого перца. Пол столовой ложки зиры. Я добавляю немного растительного масла. У меня фарш очень постный, поэтому я добавляю вот так 3 столовые ложки топленого масла. Добавляю немного воды, пока где-то 100 мл. И все хорошо смешиваем. Воды добавляю еще. Вот посмотрите, какая начинка должна получиться. Она воздушная, очень нежная. Посмотрите, какая. Как пластилин. Все готово. Посмотрите, какое у нас тесто. Изумительное просто. Гладкое-гладкое. Делим его пополам, чтобы нам удобно было работать. Посмотрите, какое тесто. И сейчас каждый кусочек теста скатываем в шар.
Накрываем пленочкой и минут 10 дадим отдохнуть тесту. Тесто готово к раскатке, а второе тесто оставляем под пленкой. Подпыляем мукой и сверху и раскатываем в пласт. Нам нужно тесто раскатать таким образом, чтобы и в центре, и на периферии теста было одинаково тонким. Вот посмотрите, тесто тонкое. Эту часть мы потом дальше будем раскатывать. Сейчас пока займемся одной половиной теста. Вот так. А сейчас будем нарезать на полосы где-то по 12 сантиметров. Вот я смотрю, примеряю, какие я хочу приблизительно. У меня вот где-то с одной стороны здесь получается 6. Для удобства вот так скалку и прорезаем. Выпрямляем вот так тесто, выкладываем мясо. И сейчас вот так сворачиваем. Вот этот край хорошо закрываем и начинаем закручивать, собирать нашу розочку. Так, чтобы вам видно было. Немножко растянули. И здесь тоже закручиваем в такую же розочку. Закрываем обязательно конец. И под розочку. Вот так. Выкладываем и распределяем тоненьким слоем. Мясо обязательно нужно перед тем, как наносим, укрутить, чтобы влага вся смешалась с мясом. Зажимаем этот конец и начинаем скручивать вот в такую розочку. Здесь тоже закрываем и под розочку. Посмотрите, какая красота. Это длинная полоска. Мы ее поделим. Закрываем. Обмакиваем в растительном масле и укладываем на ярус. На расстоянии друг от друга. Один ярус готов.
Итак, наши манты готовы. Тонкое-тонкое тесто и очень сочные, нежные внутри. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Мало того, что это очень вкусно, это еще и красиво. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Для вас не трудно, для нас очень приятно. Ваша подписка, комментарии и лайки помогают процветанию канала. Я не прощаюсь с вами. Желаю вам мирного неба над головой и до новых встреч на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.